Здравствуйте. Владимирский проспект? Да. Ага. Пристегнитесь. Скользко, смотрю, еле шли. Ой, не говорите. Ну, вы бы, я не знаю, там какие-нибудь подручные средства, там какой-нибудь, может быть, палочку какую-нибудь или бабушки, может быть, своей как-нибудь помог. Ну, чтобы довела вас, там, не знаю, а то чуть не упали 2 раза, я видел. Ой, молодой человек. Чего? Какие бабушки? Ну, кого-нибудь, может, родственника там. Ой, все куда сложнее. Вот еду сейчас от своей не бабушки. Не понял. Расстаюсь со своей женщиной. Так обстоятельства сложились. А почему она не бабушка? Ну как? В моем возрасте как-то уже бабушки малоинтересны. Как тебя зовут? Супер. Есть более интересные представители женского пола. Я не очень ладно. То есть помоложе вы имеете в виду? Ну да. А ваша сейчас женщина, она вас моложе? Ну, где-то лет на 40. На сколько? На 40, молодой человек. Стесняюсь спросить, а сколько вам лет? Если не секрет? 70. То есть ей 30 лет? Ну, вот так сложилось. Неплохо у вас сложилось-то. Скажите, ну, это, конечно, может, не мое дело, а как вы... Просто я на будущее интересуюсь, так скажем. Потому что мне тоже, вероятно, будет 70, и, возможно, я тоже захочу все-таки с женщинами помоложе себя общаться. Не знаю, извините за какое-то такое молодежное слово. А вы вывозите ее? Ну, в плане вот именно каких-то вот моментов супружеского долга, вот скажем так. Молодой человек, хотеть и мочь – это не одно и то же. Так. А так, ну, по-стариковски, часик-два. С тобой всегда. Сколько? Часик-два по-стариковски? Я стесняюсь спросить, а не по-стариковски это как? Ой, это было давно. Не, а вы шутите или серьезно говорите? Ну, бывает же такое, что ж. Нет, а вы как мужчина меня тоже поймите, опять же, на будущее интересуюсь, чтобы мне понимать вообще, ну, стоит мне комплексовать, когда мне будет 70, и у меня, например, что-то не будет получаться. А вы как на собственном энтузиазме или прибегаете к каким-то препаратам, типа там чего-то? Энтузиазма, молодой человек, пока хватает. Тогда я хочу заняться сексом под заседание съезда КПСС, и чтобы оргазм совпал с фразой «Ура, товарищ!». Серьезно? Да. Вот тут я вам сейчас очень сильно завидую, потому что часик-два по-стариковски, я и по-молодежному, наверное, уже... Хотя, ну какой, я-то себя молодежью уже, наверное, тоже не считаю особо, мне 43, но я часик-два, наверное, и в молодости-то, наверное, если уж говорить честно, не мог, а вы прямо бодрый дедушка. Хотя какой вы дедушка? Вы и не дедушка. Вы, я так понимаю, что можете себя считать молодежью. Не, ну а как вы все-таки, вы молодец. Я вот очень сильно завидую. Как вы так вот с 30-летней. А она-то нормально? Радуется пока еще. А почему вы, подождите, вы сказали, что вы расстаетесь? А что случилось? Ей часик-два мало? Ну, просто мне интересно. Нет. Это другая проблема. Какая? В таком возрасте уже надо как-то определяться в жизни, потому что какая с меня семья? А ей жить дальше надо уже задуматься, находить что-то такое для жизни. То есть, получается, вы жертвуете отношениями и всем остальным ради нее? Приходится. Ну, вы очень мудрый мужчина в этом плане. Главное, ну, это ж тяжело, я вот даже не знаю. А как? Ну, блин, ну это, видимо, если любишь, отпусти, это про это.
Я не знаю. А как же вы будете следующую заводить? Или уже все-таки... Или все-таки уже бабушку? Дожду немножко, а там посмотрим. Или на бабушку все-таки обратить внимание тогда, если уж... Ой. Нет? С бабушками не то кино. Ну там типа бабушка рядышком с дедушкой. С бабушками все сложно. Сложнее, чем с молодыми. Да. Не хотят они часик-два по-стариковски, видимо, да? Не нужно им это. Там сначала лекция с перечислением всех болезней, средств от этих болезней. Простите. Что у соседки. А потом уже и всякое желание. Такая себе прелюдия, согласен, да. Не то, да. Не то кино. Да. Ну вот, мы, собственно говоря, ответили на вопрос, что лучше. Бабушки или не бабушки. Так и что вы планируете? Ну вот, например, отношения у вас закончатся. Искать 20-летнюю и в 30 опять отпускать после 10 лет общения? Ой, нет. Нет? Нет, все не так. Чувство это же спонтанно. Да. Это не значит, что вышел на улицу, тут посмотрел кругом. О, вот это и займемся. Нет, все не так. А как? Все куда серьезнее. Куда ты ходишь, смотришь по сторонам, видишь интересную даму, присматриваешься к ней, начинаешь разговор. А если в процессе разговора дама тебя не понимает, ну, значит, это просто не та дама, с которой нужно дальше разговаривать. Ну, вы прям пикапер, если вы знаете это значение этого слова. Вы прям пикапер уровня бог. Вы даже... Никаких кратковременных отношений. Вот оно что. Да. Потому что если дама понравилась, это не значит, что ее надо куда-то тащить и так далее. Сам процесс сближения, осознания. Это же отдельная тема. Это же все очень интересно. Ну, судя по всему, вы в ней шарите. Мы приехали. Спасибо вам за интересную беседу. Я буду верить в то, что и у меня в 70 лет все будет. А вам, соответственно, ну, что я могу сказать? Ну, вот, хороших вам все равно положительных эмоций. Ну, и, может быть, с другой женщиной тогда у вас будет что-нибудь. Ну, это, кстати, вот вариант, послушайте меня. Вот это, кстати, вариант. Берете 20-летнюю, еще 10 лет с ней живете, и в 30 отпускаете, как птичку на волю. Нет. Это еще не созревший, нет. Там совсем другое. Там уже часиком-двум не обойдешься, уже обжегся. Да. А здоровье дороже. Ну, хорошо. Счастливо вам тогда и удачи. Надеюсь, не слишком вас огорчил. Нет. Вы, наоборот, меня порадовали, что у меня есть шанс тоже в 70 лет еще, так скажем, быть в строю. Бывает, да. Все, счастливо вам. Пока. До свидания. Давайте открою. Все, открыл. Аккуратно, там ступенька выйдет. Да. Какой хороший дед. Хотя какой он дед? Это я по сравнению с ним дед. Я дед. Я не могу 2 часа по-стариковски. И что такое 2 часа по-стариковски, мне интересно. Типа, блин, даже не хочу. Поэтому будем верить, что все 2 часа он как пулемет Максим или как отбойный молоток радует свою женщину. Теперь у меня вопрос к этой женщине. Что ж тебе, твою мать, надо? Гулять он не будет. Мудрый. Опыт передать может. Чувствую, если ты с ним была, он умеет такое, чего только по достижению 70-летнего возраста тебе открывается. Как в Кунг-фу Панда свиток дракона. Только там свиток суперлюбовника. Ты просто открываешь его, и там просто все секреты. И ты такой, ну, сейчас по-стариковски, подожди минутку, очки одену, дочитаю, сейчас все пойдет. И, возможно, в тихом омуте черти водятся, видимо, еще про это. Я не знаю, напишите мне. Может быть, он все-таки мне
Причесал. Слово забылся, матные лезли в голову. Причесал мне чуть-чуть. Может, он уже... Хотя мы не знаем, да, какой процесс там. Еще у нас есть и руки, там и всякие другие органы, да, которые не нуждаются в приливах крови. Я сейчас, конечно... Ну, одно могу сказать точно. Действительно, видимо, с бабушками кино не то. Он пробовал, видите, вот эти все истории про болячки и лекарства его не заводят. Но дед молодец в любом случае. Кстати, справа церковь, и он туда пошел. Видимо, пошел... Даже не знаю зачем. Может, грехи замаливать какие-то. А может, все-таки изменял? 2 часа по-стариковски еще изменять, это я даже не знаю. Это нужно быть владельцем, мне кажется, завода Viagra. Короче, когда мне стукнет 70, я вспомню этот видос. Обязательно сниму новый и расскажу вам. Могу я 2 часа по-стариковски или все-таки это гонево? А сейчас пойду... А сейчас я закончу-ка работать, поеду к своей жене и 2 минуты по-молодежному порадую ее своим огненным задором. Друзья мои, если меня смотрят мужчины 70+, напишите, можете вы, не можете, и что происходит? Может быть, просто с возрастом, как знаете, в суставах соль откладывается, в каком-то месте тоже что-то откладывается, это место дервенеет и больше не... Короче, все время в бодром состоянии. Может быть, там какой-то такой секрет, про который я не знаю. В общем, напишите, только прошу вас, в рамках ютубовского приличия. Очень интересно. А деда на оценочку, кстати. Дед, я думаю, на 10 баллов-то потянет. Да. Ну ладно, поехал. Жена, жди. Сейчас будет самые лучшие 2 минуты в твоей жизни. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи.